Приветствуем вас в здравии и в прекрасном расположении духа. Вы на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Тема посевов семян на рассаду очень обширная, и мы ответили только на часть вопросов, которые нам задавали в течение 2020 и 2021 годов наши зрители, подписчики, а также участники социальных сетей. Сегодня мы тему продолжаем. Вспомним, что семена – это живые существа, только они находятся в состоянии покоя. Здоровые зародыши сухих семян, а они находятся при 6-12% влаги, в состоянии латентной фазы жизни, при которой все процессы обмена веществ редуцированы до минимума. Они в состоянии покоя пока словно бы спят. Но корень или побег появляется из зародыша только тогда, когда это живое семя получает влагу, набухает, начинает дышать, синтезируется протеин и активизируются другие метаболические процессы. Мы с вами уже выяснили, что замачивание семян – это один из способов проращивания семян перед посевом в почвогрунт для получения рассады. Ну и, может быть, если когда уже теплая почва, можно высаживать такие семена в теплый грунт теплицы или же уже в теплый прогретый грунт весной или летом открытый грунт. Используя проращивание семян, мы переводим семена из состояния покоя к активной жизнедеятельности. В это время образуется росток. Чтобы росток проснулся, мы должны его обеспечить влагой и кислородом, оптимальной температурой и световым режимом. Также мы выяснили вопрос благоприятного времени замачивания и приняли решение, снова же по вашим просьбам, начиная с января составлять агрогороскопы для посева семян определенной культуры и для посева после замачивания. То есть в одном видео будет для вашего удобства сразу же два агрогороскопа. Также мы обсуждали вопрос фактора доступа кислорода к замоченным семенам. Но после видео пришли вопросы о том, что посевы эустомы укрывают стеклом или пленкой, чтобы под ним была постоянно влага. Почему надо ежедневно приоткрывать посевы в емкостях? Еще раз остановимся на этом вопросе. Вы замочили семена, допустим, сладкого перца. Потому что эустому мы не замачиваем, она уже в этой оболочке находится, которая ей дает жизнь и старт. Рассмотрим вопрос, то, что обычно у меня всегда в почте, сладкий перец, семена сладкого перца. Если семена жизнеспособны, то есть у них срок годности еще нормальный, то обычно через 10-14 дней семена сладкого перца проклюнутся. Но это произойдет в том случае, если ткань или другой материал будут замочены в воде и туда будут разложены семена. Далее размещаем эту ткань в любой контейнер, емкость и укрываем какой-нибудь крышечкой или пленкой, стеклом. Разные есть варианты. И мы укрываем, чтобы быстро влага не улетучивалась, не поднималась и не осушивалась у нас эта ткань или другой материал. Устанавливаем емкость в теплое место. Для сладкого перца очень хорошо температура от 22 до 27 градусов. И ежедневно открываем эту емкость или плошку, где у вас находятся эти семена замоченные, обязательно, минимум на 30-50 секунд. Даже просто открыли, и уже есть доступ свежего воздуха. Почему так важно каждый день давать семенам свежий воздух? Потому что в случае недостатка кислорода в зародыше накапливаются вредные, ядовитые вещества: этиловый спирт,
аммиак и молочная кислота. Они отравляют зародыш, и он погибает. У меня был такой эксперимент. В закрытом контейнере семена набухли. Я их не открывала. Ну и через буквально неделю я попробовала их, вытянула, но они уже были набухшие, но никаких признаков жизни не было. При нажатии семян из них вытекала такая светло-коричневая жидкость в виде фонтанчика. В прошлые годы некоторые начинающие огородники держали в заперти семена сладкого перца по месяцу. И когда я просила их провести такую же проверку семян нажатием семени, то их семена выбрасывали также маленький фонтанчик мутной жидкости. Зародыши семян отравились от вредных веществ и, естественно, погибли. С проращиванием семян мы разобрались. Следующий вопрос звучит так. Надо ли все семена перед посевом замачивать? Нельзя замачивать семена, покрытые органоминеральной оболочкой. Сейчас очень много современных вот этих обработок семян, но вот все эти семена ни в коем случае нельзя замачивать. Чаще всего вот эти семена в оболочке – это профессиональные, это качественные семена. И я, когда их использую, у меня стопроцентная схожесть этих семян. И это здоровые, красивые, устойчивые растения получаются. Эти семена проходят специальную предпосевную обработку в современных производственных условиях. Обработку проводят серьезные семеноводческие компании, которые заботятся о самом высоком качестве семян и заботятся о том, чтобы те, кто будут их высевать, получили хороший урожай. И вот эта органоминеральная оболочка, в ней есть все средства нужные защиты для данного растения, естественно, для семени, а также есть стимуляторы роста и начальные стартовые удобрения. Это уникально, сразу же получаешь и защиту, и подкормочки для этого зародыша, который проснется и начнет расти. Если вы будете замачивать вот эту оболочку, семена с оболочкой, тогда вот это все прекрасный набор весь, букет вот, и защиты, и удобрений просто-напросто смоется. И вы должного эффекта не получите. Поэтому это чаще всего с гибридными семенами. Иностранные различные фирменные семена не замачивайте. Даже иногда нету вот этой оболочки, она невидима, но они уже обработаны против болезней, против вредителей. Кстати, на вот этих пакетах профессиональных, если вы покупаете в магазине, где открыли такой пакет, это все описано, каким препаратом обработано, чем проведена защита вот этих маленьких, молодых будущих растений, всходов от различных заболеваний или же от вредителей. Поэтому вот такие семена сеем сразу же в таблетки, в почвогрунт, он должен быть влажный, таблеточки тоже увлажнены, или в кассеты, горшочки. Вот такие семена высеваем сразу же в те места, где будете выращивать рассаду. И еще одно. Вот эти семена имеют стимуляторы роста. И обычно они быстрее всходят, чем те семена, которые мы замачиваем, обычно домашние или необработанные. Вот эти семена долго надо ждать, а эти обработанные семена прекрасно, быстро и дружно все одновременно заняты тем, что они просыпаются и начинают свою новую жизнь. Еще ряд вопросов посвящены вот такой теме. В чем нужно замачивать семена? Если у вас есть доступ к природному источнику воды, это колодец, артезианка или же другой источник воды, и вы знаете, что вода в них по всем параметрам подходит для питья, вот делают сейчас анализы воды, и вот вы используете для питья эту воду, то используйте именно такую воду для замачивания. Если же такого доступа к воде нету, и вы пользуетесь только водопроводной водой, а в ней столько всего, столько примесей, не считая тех обработок, которые проводятся на этих водопроводных станциях,
тогда нужно отстаивать такую воду не менее 3 суток. И причем должна быть то ли банка, бутыль или другая емкость должны быть открыты, чтобы вот то, что там есть лишнее, оно испарялось. Затем залейте эту воду в емкости для замораживания воды. Вот они есть в холодильниках почти у каждого, в морозилке, для морозилки. И поместите вот эти маленькие вот эти коробочки с такими маленькими емкостями, поместите их с этой водой на пару суток в морозилку. Кстати, чтобы потом не спешить, можно и сейчас это сделать. Заморозьте таким образом пару литров воды и затем перед замачиванием семян размораживайте себе нужное количество кубиков льда. Вот эта талая вода, вот это и есть та качественная вода в ваших условиях, когда есть только водопроводная вода, это прекрасная вода для замачивания, проращивания семян. Следующий вопрос. Надо ли обеззараживать семена перед проращиванием? И чем это делать? Чем проводить обеззараживание? Ну, вот тут целая серия вопросов, но я вот так скомпоновала, вот они так звучат. Отвечаем. Мы пробовали разные способы обеззараживания семян. Но самые простые и доступные – это стимулирующая обработка семян в растворе фитоспорина М. Вот это в последние годы мне очень нравится этот способ, когда есть много времени, я вот занимаюсь вот таким обеззараживанием. Ну, у меня мало таких семян, которые я собираю самостоятельно, но вот это есть такая возможность, и результат очень хороший. Почему? Фитоспорин М паста – это и биофунгицид, а биофунгицид – это отличный защитник семян от спор грибковых и бактериальных болезней. И здесь есть стартовая подкормочка. Стартовая подкормочка – вот этот эликсир плодородия гуми, который есть вот этой пасте, основа пасты. Эликсир плодородия гуми называется. При использовании фитоспорина М не нужно замачивать семена на неделю-другую, как делают у нас любители замачивать или начинающие огородники. Вся прелесть этого биофунгицида в том, что замачивать семена в его растворе нужно всего 2 часа и сеять сразу же уже после 2 часов в таблетки, кассеты, стаканчики, горшочки. Но опять же, посевы нужно до всходов укрывать пленкой или стеклом, что у кого есть, и давать каждый день дыхание, открывая вот это стекло, пленочку минимум на 30 секунд. Это обязательное условие, и буду напоминать, потому что вот этот момент привел в 2021 году к очень большому количеству гибели семян. И вы мне присылали, писали и сообщения, и фотографии. Жаль было смотреть. Семена очень дорогие. Будьте внимательны к этим всем подсказкам. Если же у вас нет фитоспорина, то можете поместить семена перед проращиванием в розовый раствор марганцовки, только в розовый, на 15-20 минут, не более. А после этого семена разместите на влажной ткани или на другом материале для дальнейшего проращивания. У меня также был позитивный опыт замачивания семян в растворе натурального меда. Было такое время в нашей жизни, когда мы имели ульи, и в них жили пчелы. Мы знаем и аромат, и вкус натурального меда. Именно такой мед – отличный фунгицид и источник стартового удобрения для замачивания семян. Раствор готовится просто. Мы брали всегда теплую талую воду или колодезную, снова же теплую воду, той температуры, которая нужна для семян данного растения. Всего-навсего вот этот граненый большой стакан, в котором вмещается где-то 250 мл, и растворяли в этом стакане 1 чайную ложку сверху меда. Отлично для этой цели подходит любой мед, но особенно нам нравилось использовать мед первого месяца, июня, из разнотравья. Очень хорошо получалось.
Не могу обойти мимо еще одного способа замачивания и обеззараживания семян перед посевом. Это тоже доступно всем. Это перекись водорода 3% из домашней аптечки. Наилучший результат достигается при погружении семян в готовый вот эту бутылочку свежую. Открываете 3% раствор перекиси водорода. Не добавляете в него воду, ни в коем случае не разводите. И вот 5 минут в растворе, и семена можно смело сеять уже сразу же в грунт, почвогрунт или в рассадные емкости с почвогрунтом. Уже дальше замачивать, выдерживать в ткани не надо. Здесь такая прекрасная реакция происходит, такой старт идет, такая программа быстро раскрывается жизни и семени, что вот именно вот эти 5 минут дают такую классную энергию. И вот если бутылочку уже открывали, и туда попал воздух, то формула частично перекиси водорода распалась. Поэтому после однократного уже раскрывания аптечной бутылочки можно смело держать семена и 20 минут. Через 20 минут в открытой емкости от начальной формулы перекиси водорода ничего абсолютно не остается. Поэтому используем только свежий препарат. Он прекрасно обеззараживает семена от различных спор грибковых заболеваний. И самое главное, пробуждает семена к жизни, к просыпанию. Всходы даже старых, в которых еще немножечко теплится жизнь, при погружении в свежий раствор перекиси водорода появляются здоровыми. Вот такая прекрасная штука перекись водорода, которая есть практически у каждого дома в аптечке. И не надо где-то что-то такое искать особое, дорогостоящее или очень редкое какое-то вещество или препарат. Вот это то, что можно использовать. Мед у всех есть, пожалуйста, используем. Перекись водорода тоже у всех есть. Ну и фитоспорин М тоже, по-моему, сегодня это редкость, у кого этой пасты, этого биофунгицида нету. Но вот есть выбор. Сегодня мы ответили еще на часть вопросов наших подписчиков, участников групп в социальных сетях. Если вы смотрите видео на нашем канале и еще не подписались, тогда подписывайтесь, комментируйте, лайкайте, делитесь видео с теми, кто вам дорог, кому желаете благополучия и добра. У вас это займет буквально полминуты, минуту. А для нас, как это, естественно, приятно, потому что это и есть оплата нашего труда. Ну а мы с благодарностью принимаем ваши решения и позитивные действия. Авторы канала, а именно Раиса Горяченко и Александр Волик, подготовили сегодняшнее очередное видео по просьбам огородников, дачников и очень многих новичков, только начинающих свой созидательный труд на земле. Всем вам крепкого здоровья, благополучия, удачных, дружных всходов, здоровых растений и добротного урожая овощей, плодов и ягод в 2022 году. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч на нашем канале.